Привет, Арми. Никто не ожидал, что простая игра в пиклбол между Ким Тэ-хёном и Чон Чингуком превратится в один из самых обсуждаемых моментов в Калифорнии. Но спустя несколько секунд после начала матча фанаты заметили, что атмосфера совершенно изменилась. Тэ-хён выглядел необычайно конкурентоспособным. Чингук пытался отыграться, а затем внезапно все изменилось. После проигрыша последнего очка Чингуку, как сообщается, пришлось отжиматься прямо на корте, а Тэ-хён рядом с ним разразился безудержным смехом. Но что действительно повергло Арми в хаос, так это не только наказание. Это то, как Тэ-хён смотрел на Чингука после игры, улыбаясь так, будто знал, что этот момент взорвет интернет. И теперь фанаты без остановки пересматривают видео, пытаясь заметить детали, которые все пропустили в первый раз. То, что началось как обычная спортивная прогулка в Калифорнии, быстро превратилось в один из самых неожиданных моментов с участием Тэ-хёна и Чингука за последние недели. Поначалу атмосфера в крытом спортивном зале казалась расслабленной, почти обычной, но энергия между игроками постепенно стала невыносимой. Люди поблизости начали замечать, насколько серьезно оба относятся к игре, особенно Чингук, который, казалось, был полон решимости не проиграть, несмотря на всю конкурентоспособность Тэ-хёна. Каждое движение на корте стало привлекать все больше внимания, и вскоре фанаты в интернете начали анализировать каждую секунду видеозаписи покадрово. Сам матч издалека выглядел игривым, но под этим скрывалось что-то напряженное. Тэ-хён казался спокойнее, почти слишком уверенным, в то время как Чингук выглядел все более сосредоточенным по мере продолжения игры. Чем больше очков набирал Тэ-хён, тем больше ARMY замечали изменения в реакции Чингука. Его выражения лица становились более резкими, движения быстрее, и атмосфера в зале переходила от непринужденного веселья к чему-то эмоционально заряженному, чего никто не ожидал от простой игры в пиклбол. Затем наступил момент, который буквально взорвал социальные сети. После последнего розыгрыша, как сообщается, Чингук проиграл соревнование, и через несколько секунд он упал, чтобы отжиматься прямо на площадке. Наблюдавшие за происходящим фанаты немедленно отреагировали, но настоящей причиной вирусной популярности момента стала реакция Тэ-хёна. Вместо того, чтобы сохранять спокойствие, Тэ-хён громко рассмеялся, наблюдая за тем, как Чингук выполняет это задание, и эта единственная реакция мгновенно стала центром внимания в интернете. Видеоролики начали распространяться повсюду в течение нескольких минут. Фанаты пересматривали этот момент снова и снова, потому что Тэ-хён выглядел так, будто не мог перестать смеяться. Но по мере появления новых видео, фанаты начали замечать детали, которые сделали всю ситуацию еще более масштабной. Некоторые зрители отметили, насколько комфортно и естественно они выглядели вместе на протяжении всей игры. Другие заметили, что Тэ-хён продолжал смотреть на Чингука даже после окончания матча, как будто само соревнование было лишь частью истории. Язык тела между ними стал главной темой обсуждения повсюду, особенно потому, что ни один из них, похоже, не осознавал, что каждое их взаимодействие уже анализируется в интернете в режиме реального времени. Вскоре хэштеги, связанные с моментом игры в пиклбол, начали стремительно распространяться на различных платформах. Фанаты, которые изначально думали, что это просто забавный спортивный ролик, внезапно эмоционально вовлеклись в происходящее, увидев более длинные кадры с места событий. Смех, соревновательный дух, реакции после поражения и то, как полностью изменилась атмосфера после игры, заставили людей почувствовать, что они стали свидетелями чего-то гораздо более личного, чем обычное появление знаменитости на публике. Еще больше фанатов шокировало то, как быстро Чингук, несмотря на явную усталость от напряженной игры, принял поражение. Вместо того, чтобы спокойно отмахнуться от проигрыша, он, как сообщается, продолжил делать отжимания, а Тэ-хён наблюдал за ним с широкой улыбкой, которую фанаты сразу же назвали незабываемой. Скриншоты с Тэ-хёном, смеющимся во время игры, распространились по фан-страницам в течение нескольких часов, и многие назвали это одной из самых искренних реакций, которые они видели от него за долгое время. По мере распространения видео, новые теории начали появляться без остановки. Некоторые фанаты считают, что они придумали секретное испытание еще до начала игры. Другие убеждены, что наказание было спланировано заранее из-за того, как быстро Чингук отреагировал после проигрыша. Несколько зрителей даже заявили, что Тэ-хён выглядел слишком гордым своей победой, словно он все это время ждал именно такого исхода. Никто не смог точно подтвердить,
что произошло до начала съемки, что только усилило интерес интернета к раскрытию всей истории. Тем временем эмоциональная сторона момента продолжала набирать обороты в сети. Фанаты обсуждали уже не только соревнования. Многих захватило редкое ощущение от того, как Тэхён и Чингук выглядят такими беззаботными вместе на публике. В разгар напряженного графика постоянные. Под давлением и бесконечным вниманием всего мира, игра в пиклбол внезапно показалась проблеском той стороны их личности, которую люди редко видят. Именно эта эмоциональная связь и стала причиной того, что видео стало таким вирусным. Даже люди вне фандома начали реагировать на ролики, потому что энергия между ними казалась такой настоящей и нефильтрованной. Не было сцены, не было выступления, не было запланированного мероприятия для фанатов. Просто две мировые звезды соревновались друг с другом на спортивной площадке, совершенно забывая, что интернет в конечном итоге превратит каждую секунду в вирусное явление. И все же, несмотря на миллионы просмотров, уже распространившихся в сети, фанаты по-прежнему считают, что самая важная деталь еще не была полностью замечена. Потому что прямо перед тем, как покинуть площадку, несколько зрителей утверждали, что Тэхён на мгновение снова посмотрел на Чингука, все еще улыбаясь, и этот крошечный момент, возможно, изменил весь смысл видео для многих фанатов. Теперь ARMY по всему миру пересматривают видео снова и снова, убежденные, что в этих последних секундах все еще скрыто что-то, что никто еще не объяснил. По мере того, как видео с пиклболом распространялось по социальным сетям в течение ночи, фанаты поняли, что вирусный момент приобретает гораздо больший масштаб, чем кто-либо изначально ожидал. То, что началось как забавное наказание после проигранного матча, постепенно переросло в масштабное обсуждение энергии, царившей между Тэхёном и Чингуком на протяжении всего дня в Калифорнии. Каждый новый ракурс, загруженный в сеть, раскрывал мельчайшие детали, которые тут же заставляли фанатов снова переключаться в режим детектива. Самыми популярными были уже не только отжимания. Люди стали одержимы всем, что предшествовало им, реакцией Чингука после промаха на последнем розыгрыше, тем, как Тэхён мгновенно повернулся к нему после этого, и тем, как оба выглядели совершенно расслабленными, несмотря на то, что их окружало всеобщее внимание в зале. Фанаты заметили, как естественно они двигались друг вокруг друга даже в напряженные моменты соревнований, и многие говорили, что атмосфера казалась странно эмоциональной для того, что должно было быть простой игрой. Вскоре замедленные версии матча начали заполонять фан-страницы повсюду. Один конкретный момент внезапно привлек всеобщее внимание. Прямо перед тем, как Чингук начал отжиматься, Тэхён, казалось, наклонился ближе, смеясь. Хотя никто не мог четко расслышать, что было сказано в шумном зале, фанаты тут же начали строить теории по этому поводу. Некоторые считают, что Тэхён подразнил его после победы. Другие думают, что Чингук уже пообещал принять любое наказание, если проиграет. Но поскольку звук оставался нечетким, эта загадка только усилила желание пересматривать видео. Затем появилась еще одна неожиданная деталь. Фанаты, просматривавшие более длинные кадры изнутри здания, заметили, что несколько человек поблизости начали реагировать еще до того, как Чингук начал отжиматься, как будто все вокруг знали, что сейчас произойдет что-то забавное. Это осознание полностью изменило интерпретацию сцены. Внезапно люди убедились, что это вовсе не случайное наказание. Казалось, что это было спланировано ими с самого начала, и эта возможность сделала весь момент еще более личным. По мере того, как в интернете появлялись новые теории, эмоциональная составляющая истории становилась все сильнее. Многие фанаты признались, что видео так сильно их тронуло не из-за самого соревнования, а потому что Тэхён и Чингук действительно выглядели счастливыми вместе. В последние годы фанаты проявляют эмоции даже при самых незначительных, непостановочных моментах между ними, и этот матч по пиклболу особенно отличался от остальных, потому что в нем не было ничего постановочного. Смех выглядел настоящим. Соперничество выглядело настоящим. Даже признание поражения Чингуком казалось удивительно искренним, а не наигранным. Именно эта подлинность вывела момент на новый уровень вирусности. В течение нескольких часов видеоролики с драматической музыкой, эмоциональными подписями и замедленными реакциями начали набирать огромные просмотры. Фанаты уже не просто смотрели матч. Они эмоционально переживали его заново.
Каждая улыбка Тэхёна становилась трендовым скриншотом. Каждая усталая реакция Чингука превращалась в мем. И чем больше людей пересматривали видео, тем больше скрытых деталей, по их словам, они обнаруживали. Затем последовала деталь, которая больше всего шокировала фанатов. В сети появился другой ракурс изнутри зала, показывающий то, что произошло сразу после того, как Чингук закончил отжимание. В то время как большинство вирусных роликов на этом заканчивались, это новое видео продолжалось еще несколько секунд. На заднем плане, как сообщается, Тэхён продолжал смеяться, а Чингук оставался согнутым, пытаясь отдышаться после напряженного матча. Но что совершенно ошеломило фанатов, так это то, как Тэхён внезапно перестал смеяться на мгновение и молча посмотрел прямо на Чингука, прежде чем ролик резко оборвался. Этот единственный незаконченный момент взбудоражил интернет. Снова хаос. Никто не знал, что произошло дальше. Фанаты тут же начали спрашивать, почему человек, снимавший видео, прекратил запись. Другие были убеждены, что после выключения камеры произошло что-то важное. Некоторые даже утверждали, что энергия между ними полностью изменилась в эти последние секунды, из игривого хаоса в нечто неожиданно нежное и эмоциональное. Теперь спрос на более длинные видеозаписи стремительно растет. ARMY продолжают искать новые клипы с калифорнийского спортивного объекта, надеясь, что кто-то запечатлел недостающие моменты после официального окончания матча. Потому что, по словам фанатов, которые, как сообщается, находились неподалеку, вирусное наказание в виде отжиманий, возможно, не было самой незабываемой частью всего дня. Но, пожалуй, самая удивительная часть этой истории заключается в том, что загадка до сих пор не разгадана. По мере того, как появляются новые ранее не публиковавшиеся кадры, фанаты начинают верить, что теперь уже знаменитое наказание в виде отжиманий было лишь началом того, что действительно произошло в тот день в Калифорнии. По сообщениям нескольких очевидцев, атмосфера между Тэхёном и Чингуком снова изменилась после того, как камеры выключились. То, что на экране выглядело игривым и хаотичным, за кадром могло неожиданно стать тихим и эмоциональным. Никто не смог точно подтвердить, что именно они говорили в эти последние мгновения. Но именно эта неопределенность заставляет ARMY возвращаться снова и снова. Каждый новый ролик порождает все больше вопросов. Каждый замедленный монтаж раскрывает новое выражение лица, новый взгляд, новое крошечное взаимодействие, которое почему-то кажется более значимым, чем должно быть. И теперь то, что начиналось как простой матч по пиклболу, превратилось в нечто гораздо более мощное, вирусное воспоминание, от которого фанаты не хотят отказываться. Потому что иногда самые запоминающиеся моменты – это незапланированные выступления или самые большие сцены. Иногда это просто два человека, которые смеются, соревнуются и на мгновение забывают, что за ними наблюдает весь мир. И, возможно, именно поэтому этот момент с пиклболом в Калифорнии продолжает оставаться таким незабываемым. Не из-за отжиманий. Не потому, что Тэхён победил. А потому, что на несколько редких минут фанаты почувствовали, что стали свидетелями чего-то настоящего.